stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for Заработок – законный и желанный способ обеспечить себя и семью всем необходимым. Начинается все с того, что человек сам выбирает желанную профессию. Ежедневно приходится уходить на работу, чтобы просто ни в чем не нуждаться. А ведь если хорошо подумать, мы большую часть своего времени тратим именно на работу. Хорошо, если дело доставляет радость и доход одновременно. Да, есть такие профессии. Как правило, они невысокооплачиваемые, но зато нервы всегда спокойны и деньги приносят. Но есть и другие, например, самые опасные профессии в мире, которые не только отнимают время, но и здоровье. К тому же существует высокая опасность этих профессий. Из-за всего этого человек может иметь серьезные проблемы впоследствии. Кто работает в трудных условиях, прекрасно знают, что их жизнь находится постоянно в опасности, и они могут погибнуть в любой момент. Такие люди часто впадают в депрессию и имеют множество стрессов. А что говорить о семьях, где мама с папой уходят утром и не знают, вернутся ли сегодня с работы. Для семьи это тоже дополнительный стресс. Не каждый человек способен понять, что профессия обычного электрика в десятки раз опаснее, чем должность полицейского. Может, по этим причинам многие привыкли видеть поддатых электриков и сложили о них такое нелестное мнение. А что на самом деле электрик испытывает, когда лезет в провода, никто даже не догадывается. Малейшая ошибка может привести к печальным последствиям. Множество людей, рискуя собственными жизнями, выполняют страшную и сложную работу. Да, есть и такие, которым необходим выброс адреналина, приключений и опасность, но жизнь бывает такой непредсказуемой. Давайте подробнее остановимся на этом и узнаем, какие существуют самые опасные профессии в мире. 10 место и профессия журналист. Журналисты – умелые провокаторы различных происшествий. Профессия журналиста напрямую связана с опасностью. Во-первых, журналиста могут попросту заказать. Виной всему ситуация, что кому-то опротивил правдивый репортаж, лишнее слово. Во-вторых, журналиста могут отправить в горячую точку, вести оттуда показ. У профессии журналиста максимально высокий риск. Представители СМИ часто не знают, чем может закончиться их интервью, статья или репортаж. При этом профессия журналиста считается одной из самых уважаемых в мире. 9 место и профессия пожарный. Несмотря на современное оборудование, оснащение и экипировку, пожарные рискуют сгореть или отравиться угарным газом. Задача пожарного состоит в том, чтобы не только потушить огонь, но и спасти людей, вытащить их из огня. Борьба с огнем происходит в опасных местах, где могут образоваться взрывы с обвалами. Первыми, кто должен выбраться из горящих мест, это человек, а уже потом пожарный. Этот страшный пункт входит в обязательный инструктаж. Они, как и медики, вступая в отряды, дают клятву служить Родине и спасать людей. 8 место и профессия сапер. Разминирование – ответственное, не по-детски важное дело, рисковое, благородное дело. Ни на грамм не легкое, а тяжелое, угрожающее. Временами сапер идет по минному полю. Он рискует потерять жизнь, либо стать инвалидом. Сапер осознает, что его профессия одна из самых опасных в мире. Ошибок сапер допустить не может, он просто не имеет права. Часто возникает риск подорваться на старых боеприпасах, забытых с прошлых времен. В таком случае на помощь всегда приходит сапер со своим бесстрашием и опытом. 7 место и профессия бурильщик. Газ и нефть – высшие природные ископаемые, без которых в современном мире не обойтись. Конечно, существуют мегапрофессионалы, активно занимающиеся бурением скважин и добычей этих жизненно важных продуктов. Бурильщики рискуют собственным здоровьем и бытом, работая на таких буровых станциях. Это травмоопасная профессия. По этой причине вещества, которые используются для добычи ископаемых, смазки оборудования, горячие и ядовитые. А если на объекте случается поломка, то менять все запчасти приходится именно бурильщикам. А это тяжелые детали, хотя условия труда компании стараются сделать оптимальными. Метод бурильной работы является вахтовым, а значит далеко и надолго от родного дома и семьи. 6 место и профессия рыбак. Рыбакам тоже не сладко приходится. Они еженедельно выходят в глубокое бушующее море, чтобы привести очередной улов.
Разные приключения случаются на воде, и качка, и шторм. А какие стрессы испытывают моряки и рыболовы, когда бушует стихия. Ведь люди привыкли рассуждать, что рыбалка – сплошная романтика, тишина, водная гладь и поклевывание удочек. Оборудование, которым ловят рыбу, является не менее опасным. Даже в собственных сетях можно запутаться или получить травмы, и не следует забывать, что еще нужно противостоять вываливанию через борт при подъеме сетей с уловом. Пятое место и профессия полицейский. Полицейские обеспечивают защиту населения от криминала и прочих опасностей. Работники полиции просто необходимы. Их жизнь тоже находится в опасности, ведь они жертвуют собой ради справедливости и других невинных людей. Например, когда случается погоня, а может и захват преступников, полиция всегда в самой гуще опасных событий. Четвертое место и профессия электрик. В самом начале своего рассказа я упомянул об этой профессии. Она даже поставлена в сравнении с полицией. Действительно, электрик – рисковый человек, который сознанием дела идет на это задание. Случаются различные факторы извне, к примеру, дождь, ветер, снег, комары, мухи, которые могут случайно сотворить замыкание. А от искр можно поймать зайчика в глаза, да и вовсе упасть со стремянки. Можно получить электрическим разрядом тока в несколько тысяч вольт. Перечисленные выше лишь единичные случаи. Третье место и профессия высотник. Если шахтер рискует жизнью под завалом, то высотник рискует упасть с высоты. И неизвестно, чем может закончиться такое падение. Высотники – это и строители, кровельщики, мойщики окон и зданий, и даже звукорежиссеры и звукоинженеры, которые развешивают на сценах оборудование, они тоже рискуют упасть. Разбиться можно и с высоты собственного роста, а что уж говорить об одной из самых опасных профессий в мире. На такие жертвы идут только отважные люди. Кстати, оплачивается такая опасная профессия достаточно неплохо. Второе место и профессия лесоруб. Работы в лесу опасны, как и все вышеперечисленные профессии. Конечно, уровень опасности разнится, но исход у них только один – либо жив, либо нет. Заготовка, валка леса – это все относится к делу лесоруба. Неправильное соблюдение техники безопасности зачастую ведет к серьезным травмам. Упавшее дерево – это не шутка. Лучше всего избегать подобных ситуаций, но в работе лесоруба случается всякое. Сама же работа происходит в сложных условиях. Выезд далеко за город, в дремучий, неуютный, заполненный дикими животными лес. Питание, проживание в кибитках и неукоснительное соблюдение расписания – не самое сладкое время. Эту профессию выбирают только сильные духом и суровые душой люди. Первое место и профессия шахтер. Шахтер – самая опасная профессия в мире на сегодняшний день. Выброс метана, взрывы, завал на шахтах – это распространенное явление. Никогда не знаешь, где упадет и когда. Помимо того, что у шахтеров одна из самых опаснейших профессий в мире, так еще и условия труда максимально тяжелые. Рубить молотом твердые подземные породы совсем непросто. И еще один минус – нехватка света и воздуха. Самыми опасными шахтами являются угольные. Там опаснее всего скапливается газ – метан, который вырабатывается из горных пород. И если где-то рядом пролетит хоть одна искра, то взрыв неизбежен. Страны, где самые плачевные условия для работы шахтеров – Китай и Россия. Это может зависеть от устаревшего оборудования и несоблюдения правил безопасности.